Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Леста Геймс. Сегодня у нас на обзоре китайский тяжелый танк 9 левела, проходная прокачиваемая ветка ВЗ-111-1-4. Вот такая удлиненная база у нас, невероятно длинный ствол, наверное, точное орудие, сейчас проверим. И начнем мы, конечно же, это обзор с бронирования, погнали. Итак, коллижн модель нашего ВЗ-111-1.4. Так, и начнем с НЛД. НЛД 166, 163, ну, очень слабая. ВЛД, вот эти нижние места, щеки такие, да. Здесь, кстати, подобие щучьего носа, типа, ну, он совсем не щучий, сейчас посмотрим. 337, хороший угол наклона в этих местах. Сюда этому танку лучше не стрелять, не пробьете. А касаемо щучьего носа, 214, 232 надгусеничные. А люк мехода 322, 317 тоже не пробьете. То есть вот эта галочка, это ослабленная зона. Все остальное, ну, естественно, НЛД. Все остальное нормально зашито так. Касаемо башни. Башня у нас сферическая, соответственно, должны быть ослабленные зоны у нас вот здесь, а их нет. Представляете? А их нет. 318 ослабленная зона, 320, все остальное 300, 400, 500, 700, 800. Маска орудия, вот здесь вот 452, внизу 600. Справа от пушки вот этот квадратик 250 и здесь 250. Кругляк вокруг ствола 500. То есть если стрелять в маску, то справа и слева от орудия прям поближе к стволу, вот в эти места. Касаемо верхней крышки 411, там 100 мм фактического бронирования, ни одна пушка в игре это не пробьет. И конечно же вот круто, да, крутая башня-то в целом. Но вот лючки 164 и 159 приплыли, и они достаточно большие, хоть и расположены в задней части башни, но они просто огромные. Касаемо бокового бронирования 80, понятно, где фальшборд, гнутый борт там побольше, танкует от борта, почему нет, вот все, танкует нормально, но подставляете вот эту щеку и 212, да, щека достаточно большая. Вот такое вот, ребят, бронирование. Так, с броней разобрались, смотрим основные модули. У нас здесь куча пушек, мы пока топовую с вами не будем открывать. Обзор у нас на ней будет, но мы посмотрим сначала сток и притоп. Это 8-9 левел. Смотрите, какое на стоке у нас пробитие на основном снаряде. Во-первых, альфа 390, это 122 мм, это хорошо, в принципе, неплохо. Конечно, маловат, как для девятки, но на стоке 390. Но пробитие в 175, то есть на этой пушке, если начинаете играть, качать все остальные модули, то придется играть на голде. Потому что с таким бронепробитием на 9 левеле банально нечего делать. Вот, заряжается 11 секунд, долго. Точность полное говно. Вот, время сведения невероятно долго. Вообще это отстойное орудие. Но качать идти вот на эту пушку ее вообще не стоит. Почему? Это 100 миллиметровка с альфой в 320. Да, быстро заряжается, 8,5 секунд. Но пробитие на основном снаряде тоже достаточно низкое. 215 на голде, 265. Ну, такая средняя точность, время сведения нормальное. Ребята, маленькая альфа и слабое бронепробитие, не стоит на эту пушку вообще идти. По хорошему счету, конечно, на это бы танк взять свободным опытом и сесть на топовое орудие, потому что только на топовое надо ездить. 130 мм, альфа 490, пробитие на основном 244 на голде, невероятные 340. Да, заряжается 14 секунд, точность не самая лучшая, время сведения такое долговатое, но это танк все равно ближнего боя, он занимает, у него хорошая подвижность, занимает позиции и начинает перестрелку. Право первого выстрела очень часто за быстрыми танками, таким как этот. Вот. Обязательно качайте топовую башню, топовую рацию 750 против 600. На всех танках качаю рацию. По поводу двигателя. На стойке 520, на топе у нас 600. А это плюс там 13-14% подвижности. Обязательно качайте топовую ходовую. Теперь касаемо здесь. Обязательно во втором блоке полевая модернизация. Да, вездеходную ходовую. Поскольку у нас топовое орудие и у нас все-таки танк ближнего боя, а сведение у нас 2.62, рекомендую притирку шерсти наведения прокачать.
Вот, а звукоизоляцию в 5-м блоке, в 7-м блоке. Ага. Нет, в 7-м ничего не качаем, а вторым слотом берем огневую мощь. По оборудованию. Стандартный комплект тяжелых танков. Закалка Dosal Stab. По снарядам основной ББХ летит 930, голда кумулятивный летит те же 930 метров в секунду. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, 4 члена экипажа, перки наблюдайте перед собой в табличке. По УВН у нас все плохо, их нету. Минус 5, считайте, что ваше орудие всегда смотрит строго прямо. На рельефных картах играть на этом танке невероятно сложно. По ХП 2040, как для девятки тяжелого, сойдет. По мобильности все хорошо. 50 вперед, 15 назад. Чуть более 13 лошадей на тонну удельная мощность. Поставите сюда турбину, вообще летать начинает танк. Вот. По незаметности пофиг, это тяжелый танк. По обзору 429 метров, и это чуть выше нормы. Да, обзор на этом танке хороший. Еще раз по плюсам сначала. Обзор хороший. Мобильность хорошая. Вот. По огневой мощи есть вопросы к отсутствию УВН и достаточно такая все равно посредственная скорость полета снаряда. Альфа нормальная, бронепробитие, особенно на голдовом снаряде вообще very best. Соответственно, по количеству ХП тоже норма. Соответственно, получается минус-то у нас в броне присутствует, да, лючки на башне, лютая броня в башне, но лючки все портят. И портит вот эта галочка в корпусе, к сожалению, да. Вот есть моменты. Предлагаю же отправляться в бой, давайте посмотрим, на что эта машина, собственно, способна. Погнали. Так, господа, обзор боем китайский тяжелый танк 9 левела. Да-да-да. Попали мы к десяткам. ВЗ-111 1.4. Копия советского танка на 10-м левел, объект 277. Но в данном случае, наверное, правильно сравнивать с советским Т-10. В первую очередь по подвижности и примерно такого же бронирования. А вот пушку мы сейчас затестим. Да. Все, погнали. Крутим педаль. Поедем налево, да. Все, разгоняемся. Обгоняем Колебана. У нас такой драг-рейсинг с Колебаном. Все, сделали его. Уходим вперед. На много-много корпусов. 44 идет. Обалдеть. Турбинку поставили бы, почти 50 полетел бы. Что, проскочим? Нет. Там уже Скорпион. Нет, не будем мы проскакивать. Нам это не надо. Больно их тут понаехало. Нате вам на Скорпионе. Все, подсветили, убили, все сделали грамотно. Не против. Тихо. Броня не побрита. Оп! Гусеницу там заехал, красавец. Эх, крышечку хотел. Не наглей. Не наглей.
Он наглеть начал. Все. Поехали за Т-10. Где он там? Попукивал. Вот он. Отходит. Бежит к своим. И, наверное, бежит. Ты. Какой там гражданин? Тихо-тихо. Ты его не видишь. Так. Все. С этим тоже закончили. Едем дальше. Так, ну что, 3К есть сумма, да? Так, хорошо. ЦС-очка там где-то потеет. Вон она. Продолжаем движение вперед. Так, ну план выполнили практически. Один шот и все, и 100% выполнения плана будет. Все у нас там, что ли? Не пробил. Ну ладно, ладно. Почти. Не хватает каких-то 200 очков до плана. Все, сойдет танк. Хорошая подвижность. Интересная пушка, нормальная. Что тут нет-то? Все, 41. Поставили точку. А сколько у нас суммы получилось за светом? Все, 4100, почти 4200. Все, план, 9. Не надо ничего тут ныть, выдумывать, все годно. Как по мне, очень схож по геймплею с Т-10 с объектом 277. Это с хорошей подвижностью, тяжелый танк. Да, немного у нас все плохо по корпусу, особенно ВЛД, но в целом. Все равно это тяжелый танк. Госы, мы позорное 5-е место занялись. Как хорошо наши отыграли. И как плохо вот эти отыграли. Ну да ладно. Ну да ладно. Даже 43 тысячи привезли домой серебра. Ребята, по оборудке, у кого есть такая машина, пишите, все ли я правильно сделал. Как по мне, да. Стаб для такого дрына, досол и закалка, тяжелый танк. Что-то выдумывать. Вот. Да. 340 на голде. Класс. Я этой машине по 5-бальной системе ставлю, ну, наверное, 4 поставлю. Что, хорошая машина, а почему нет? Хорошая башня, все круто, да, вот лючки, конечно, ну да ладно. Вот, пишите свои комментарии, как вам эта машина, у кого есть она в ангаре. Вот, как по мне, ничего, годная машина, можно играть. Да, наверное, так. Охарактеризуем. Прожимайте лукасы, подписывайтесь на канал, ну и приходите на канал ко мне почаще. А я вам хочу сказать, до скорых встреч
Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.